Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же пытался вас приворожить? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Непросто, очень тяжело. Причем вот судьбоносные перемены у вас произошли, перемены в любви. Почему непросто? Это проблемы, связанные либо с браком, скорее всего, брак закончился, либо же отношения закончились. Снова вы выпали у нас императором. Кто смотрит мои расклады, уже знает, что очень часто в раскладах вы выпадаете императором. То есть это сильный мужчина, это лидер. То есть вам присущи и лидерские качества, вы много чего умеете, много чего знаете, вы человек, который, довольно серьезный, я бы сказала. Вы не такой транжира, сею, вею, нет. Вы любите стабильность, вы любите серьезность, у вас серьезный подход вообще ко многим вещам. И в том числе к женщинам. Но к женщинам есть своего рода такая агрессия, потому что это связано вот именно как раз с этими проблемами из прошлого. Разрыв, развод, да, вот именно закончились отношения, но они закончились очень некрасиво, очень агрессивно закончились, с некоторыми даже, может быть, претензиями друг к другу. Вы человек, еще знаете, такой, который, вы больше склоняетесь даже к законному браку. Вам не нужны какие-то вот романчики, да, мимолетные встречи. Вам хочется семьи, вам хочется стабильности. И вы так вообще живете по жизни. Вот старайтесь, чтобы все было стабильно, да. Вот если одна жена, то одна. Вам не нужны вот эти все девочки-однодневочки. Вы такой человек, что если вы с одной, то с одной. Вы не будете даже вот ходить направо-налево изменять. Хотя я вам скажу, да, вы отмечаете вокруг себя, что много довольно интересных и много симпатичных женщин. Но как-то вот все они вдалеке, да, вот они не с вами, да, вы можете полюбоваться ими, вы можете пофлиртовать с ними, но вот все равно сердечко как-то не ёкает. Хотя вам очень хочется любви, в душе вот вы, может быть, даже мечтаете, да, вот если бы была еще одна семья, новая семья. Но есть некоторые вот моменты в вашей жизни, возможно, даже те же блоки вот психологические, которые довольно часто бывают, которые мешают вступить в новые отношения. Давайте коротко посмотрим. Мне самой прям интересно, что за блоки у вас, почему вы не вступаете в новые отношения, если вы такой вот серьезный и стабильный человек. Что вам мешает? Да, вот посмотрите, вам настолько хочется любви. Есть, да, претензии некоторые, есть... Да, вот именно развод повлиял на то, что вы теперь с опаской смотрите и на женщин, и с опаской вы будете какой-то период еще относиться к новым отношениям. Вот если они у вас завяжутся, вы будете долго еще присматриваться к новой партнерше. Развод, конечно, очень много, да, вот и плюс еще есть некая ностальгия, да, вот ностальгия о прошлом. Это может еще говорить о том, что некоторые из вас скучают за бывшей, либо же хотят того же примирения. Но однозначно, что особо таких каких-то попыток, прям активных, да, по завоеванию женщин, пока вы не делаете. Вот вы как будто ждете какого-то шанса, да, вот шанса свыше в знакомство, да, вот вам хочется, чтобы это была какая-то именно судьбоносная женщина. Вам хочется, чтобы даже вот новое знакомство завязалось само собой и переросло как-то вот в отношения. Потому что, вот знаете, вот некоторые из вас думают, что а зачем суетиться, если мне суждено, да, вот встретить женщину, я ее встречу. И хоть и за хлебом пойду в магазин, но я ее там встречу, если мне суждено. Понимаете как? То есть таких вот, знаете, у вас порывов к другим женщинам я не вижу.
Хоть вы и страдаете в каком-то смысле от того, что от одиночества, ненужность какая-то, нет мотивации. Я не вижу мотиватора в вашей жизни, для кого, для чего можно было бы зарабатывать, для кого можно было бы стараться. Давайте-ка посмотрим, есть ли в окружении вашем женщины, которые пытались вас привораживать. Давайте смотреть, есть ли такая женщина, может быть и не одна. Так, смотрите, женщины, они всегда вас считали мужчиной таким вот активным, да, в чем-то даже неприступным. Кстати, может даже проигрываться, что вас побаивались. Вот то ли это грозная внешность, может быть, знаете, вы себя так вели, вот, допустим, у вас была жена, была семья, и вам другие не нужны были. Может быть, к вам кто-то там и подкатывал пофлиртовать, вы их так культурно отшивали, да? Поэтому вот может быть такой момент, что женщины к вам по жизни как-то тянутся, симпатизируют, но вы так очень сдержанно, культурно, да, пытаетесь их отшить, пытаетесь дать им понять, что вы не по этим делам, что у вас есть женщина любимая, и вы никуда направо-налево ходить не будете. Причем я вам скажу, что да, вот по дьяволу у вас есть некоторое вот магическое воздействие на вас. Причем оно было задавнено, это было давно сделано. Давайте будем смотреть, кто же делал это и для чего, да, что за магическое воздействие было сделано и кем. Было сделано через какую-то жидкость. Сделано, то есть, смотрите, это женщина, которая находится в вашем окружении, через какую-то жидкость чем-то вас напоили, возможно, было какое-то застолье, дни рождения, там празднество. Вы тогда еще были в семье, вы были не свободны. Но опять же, я делаю акцент на то, что вам ни одна женщина симпатизировала, но вы были не свободны. Так, для чего? Смотрите, женщина, которая пыталась вас увести из семьи. Это была женщина неактивная особа, да, вот из вашего окружения. Опять же, ну, пытайтесь вспоминать, да, вот как-то соотносить со своими знакомыми. Скорее блондинка, такая моложавая, скорее всего, она моложе вас, стройная, ну, либо же среднего телосложения. Вот она очень хотела с вами зароманить. Но поскольку вы были человек глубоко женатый, глубоко любящий, да, свою женщину, свою жену, так сказать, бывшую, она, ну, никоим образом не могла вас увести. Она пыталась вас уводить, она флиртовала с вами, она и так и сяк намекала, но у нее ничего не получалось. Поэтому она выждала какой-то момент, да, вот она попыталась сама сначала вас охмурить, у нее не вышло. И она потом начала применять вот эти все магические штучки. Она это делала просто для того, чтобы увести вас из семьи. У нее, я вам скажу, это не получилось. Это было не в тот момент, когда вы расходились. Нет, это было раньше. Но поскольку то ли она дилетант в этом деле, то ли вот если она, допустим, ходила к кому-то, к ведьме какой-то, может быть, но человек неопытный в этих делах. Единственное, вот могло немного подкоситься здоровье. Вот как могло подействовать вот по здоровью. Вы могли вот на тот момент, когда вот она это все делала, либо же резко заболеть. Вы могли, кстати, еще может проигрываться похолодание резкое с вашей бывшей женой могло произойти. Вот именно под воздействием вот этих магических вот ритуалов. То есть у кого как проиграется, хотя может быть даже два в одном. И по здоровью кому-то ударило, и здоровье плюс проблемы вот с женщиной. Причем это резкие проблемы, это внезапные какие-то конфликты могли начаться с вашей бывшей, да. Это могли начаться какие-то
Ну, я не знаю, когда, знаете, вот состояние, когда просто вот человек тебя раздражает, такое вот взаимное раздражение, может быть, в семье у вас началось. Опять же, это все было под воздействием вот этих вот магических всех ритуалов. Так, давайте-ка спросим, общаетесь ли вы сейчас еще с этой женщиной, которая пытается, либо же, вернее, пыталась вас увести. Да, вот у нее не получилось, она не смогла вас влюбить в себя, зароманить с вами. Нет, она не смогла. И, скорее всего, что она уехала куда-то, либо же вы переехали. Ну, то есть здесь дорога падает однозначно. Смотрите, вы сейчас с ней не общаетесь. Может быть, вы сменили место жительства, да, уехали или она. Ну, давайте уточним. Вот мне прям самой интересно. Вот, ну, сейчас вы не общаетесь с ней. Почему вы не общаетесь? Нет, здесь однозначно закончились отношения, причем, скорее всего, здесь уехала, либо же ну, перестала общаться она с вами, потому что, знаете, это больше похоже на то, как человек просто психанул. Вот у нее не получилось вас влюбить, не получилось на тот момент, да, разбить семью вам. Ей насколько плюс еще ударил бумеранг после того, что она чудила с вами, после того, как она пыталась вот с помощью магии вас заарканить. Я всегда это говорю, что бумеранг, во-первых, бьет со страшной силой, с удвоенной силой, если человек делает какие-то гадости. А вот эти все привороты, отвороты, да, когда пытаются тем более разрушить семью чужую, бумеранг бьет очень и очень сильно. Эта женщина, которая пыталась вот вам гадости сделать с помощью магии, она сама поплатилась. Она сейчас вообще вот после того момента, вот когда вот пыталась она с вами зароманить, она после того абсолютно ну, стала человеком абсолютно несчастным. У нее нет ни личной жизни, у нее нет ни мужа, ни семьи. Она глубоко несчастный человек стала. Вот именно в плане как женщина. Она такой бумеранг получила. Да, вот она, знаете, я вам скажу, что она такой человек, которых нужно обходить десятой дорогой. Причем у нее еще есть подружка. Думайте, может быть, кто-то вспомнит, кто это, да, чтобы, ну так, более-менее понимать, о ком речь идет. У нее есть еще подружка, которая, ну так, знаете, наускивает ее, вот эти вредные советы ей дает, как и что делать. Не исключено даже, что она к этой своей подружке, либо же приятельнице, что она ходила за вот этими вот всякими гадостями, ритуалами, чтобы она помогла сделать. То есть их две такие, да, вот, как говорят, мы с Тамарой ходим парой. Женщины эти такие очень непростые, я вам скажу, они больше мне напоминают охотниц за мужчинами, охотниц за кошельками. Они не способны любить вот такого типажа женщины. Они не способны абсолютно любить, очень продуманные. Для них, знаете, вот разбить семью – это расплюнуть. Для них это вообще ничего не стоит. Главное, чтобы вот все ее хотелки удовлетворялись. Вот она захотела зароманить вот с конкретным мужчиной, да, вот она даже с помощью магии это будет делать, вот идти к своей цели. То есть, ну, такие люди, ну, я не знаю, вот у меня, конечно, одни нецензурные слова на языке. Такие люди вообще должны где-то там жить вне цивилизации, да? Я не знаю даже вот как подобрать слова, потому что у человека ничего нет святого, да? Разбить семью, с помощью магии кого-то уничтожить, да? То есть люди не думают о последствиях, люди не думают о бумерангах, а потом плачут, да, вот ей плохо после того, что она сама стала несчастной. Поэтому смотрите, в вашем окружении была такая женщина,
которая пыталась, да, вас увести, но у которой ничего не получилось, к счастью. Да, вы разошлись со своей бывшей там женой, там женщиной, но это не из-за нее, не из-за ее штучек, потому что у нее не получилось. Она, ну, не смогла так полностью эти ритуалы сделать, там, или что они еще делали, не знаю. У нее не вышло. С помощью магии у нее не вышло вас увести. Поэтому вот как-то так. Вот такие вот и ведьмочки есть, да, в вашем окружении, либо же были, да. К счастью, она сейчас с вами не общается. Но, тем не менее, вот она пыталась и других мужчин разбить, увести. Вот она вообще лживая, она разбивает сердца, она уничтожает семьи. Это очень лживый человек, вернее, их даже две вот. Две такие вот приятельницы, которые вот мужчин, знаете, динамят. Приворожила, использовала, отшвырнула. Ну, то есть, у меня просто нет слов, да, чтобы описать таких женщин. Ну, Бог им судья, одним словом. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!